Всем привет, и чтобы сразу долго не базарить, будем готовить плов. Так, ну у меня в хозяйстве есть вот такая вот тренога, очень удобная для походных всяких условий, которую мы собираем, ставим над огнем. Вот такой вот крючочек, который на который можно подвесить наш котелок над огнем. Ну и необходимую, конечно же, высоту регулируем. О. Так, ребята, льем, короче, масло. Надо, чтобы оно закипело. Масла надо достаточно много. Но, в принципе, я использую где-то грамм, ну, обычно грамм 400. Где-то мне вот так уходит. Так, ждем, пока закипит масло. Так, ну что, масло закипело. Теперь в него добавляем нарезанный полукольцами репчатый лук. Так, этого мало, это просто я пока для примера. Сейчас я еще доброшу. Так, вторая партия. В общем, лука, в общем, нужно, ну, кто сколько любит, в принципе. Но обычно я использую где-то 2 крупных луковицы. Но крупного сейчас не было, сейчас получилось 6 мелких. Вот. Ну, примерно прикидывайте там по граммам. Я, честно говоря, не силен в этих точных рецептах. Так, не забываем смотреть на огонь, чтобы он не тух. Подбрасываем, поправляем. Так, все. Значит, варим в масле лук до такой золотистого такого цвета. Но это минут 5, может 7. Настала очередь морковки. Значит, ну, морковки я особо сильно много не люблю. Кладу одну такую среднюю морковочку. Тоже, ну, еще минут 10 все это варим. Не забываем следить за огнем и подкладываем, если надо, какие-нибудь поленца. Любые. Ребята, погода портится. Какой-то пасмурно стало, дождик. Ничего, настала очередь мяса. Так, у меня на этот раз какая-то домашняя утка. Точнее, ее некоторые части. Ну, будет, я думаю, неплохо. Так, значит, забрасываем мясо. И заливаем его. Хотя, ну, в принципе, тут в такой момент можно чуть-чуть залить кипятка, капельку так, чтобы уровень так немного мяса поднять к уровню мяса. Точнее, уровень жидкости к уровню мяса. Ждать, пока закипит. И так вот немного проварить. Как бы в этом таком маслянистом, не знаю, отваре. Вот. Немного совсем. Когда мяско так закипит, можно долить еще воды. Даже нужно. Это может быть, в принципе, и не кипяток, но на природе может сложно. Я просто на даче, на природе может сложно с кипятком. Вот. Примерно, ну, как говорят, на 2 пальца выше уровня мяса. Но оно у меня что-то плавает, поэтому так на глаз немножко выше уровня мяса. Значит, теперь самое время посолить и поперчить. Добавить соль, всякие специи. Тоже соль, тоже примерно так на глаз сыплю. Вот. Жменька соли. Вот. И специи. У меня есть какая-то пряность, травы. Тоже так примерно. Смотрите, что не сильно и много, но и не мало. Это же плова же много получается. Можно взять несколько лавровых листиков тоже положить. В общем-то, все. Все. Ждем, пока закипит. Значит, закипело мясо, немножко проварилось. Теперь добавляем рис. Вообще, для плова существует множество рекомендаций, какой рис использовать. Там шлифованный, не шлифованный, длиннозерновой, дробленый, там, не знаю, короткозерновой.
Вообще я предпочитаю вообще любой. Пофиг какой. Какой вот в этот момент, если я там на даче нашелся, какой взяли, какой купили в магазине, какой был. Короче, не важно. В общем, я не парюсь по этому поводу. Добавляем рис. Так вот, везде, по всем. Ну, здесь 900 грамм. Сейчас что-то рис стал продаваться уже по 900 грамм, а не по килограмму. Экономики. Экономисты, сука. Так. Все, помешали, поколотили. Все так разровняли. Точнее, все это сделал я. Накрываем крышкой. Накрываем крышкой, варим. Все, с этого момента не мешаем и не трогаем его. В общем, просто варится до готовности. Только следим за огнем. Ну, за огнем, в принципе, просто следим. Ну что, ребята, посмотрим. О, практически готово. Видите, еще по звуку еще он немножко варится, шкварчит. Но уже так по виду видно, что вот готов. Ну, пусть еще потомится. Так, ну, вроде бы все готово. Ах, какой аромат. Все, ребята, все готово. Снимаем с огня и даем... Да, боже мой. Значит, снимаем с огня и даем минут 15 настояться. Значит, скажу, что сейчас рис варился где-то около получаса. Но там в зависимости от риса может время варьироваться. В общем, просто посматривайте, в каком он состоянии, пробуйте, сварился, не сварился. Вот и все. И вот, друзья, финальная стадия нашего приготовления нашего плова. Вот он готов. Накладываем и кушаем. Ароматный, смачный плов. Приятного аппетита! Всем привет! Выезжаем на природу, что приготовить по-быстрому, конечно же, плов. Вот сегодня мы его и будем готовить. Всем привет! Сегодня мы готовим плов. Всем привет! Сегодня мы... Привет! В общем-то, никогда не удавались всякие приветствия. Привет! Блять. В общем, все, харе базарить, пойдем готовить.